Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого снеговика по имени Морковкин. Такая игрушка в длину получается 25 сантиметров, и она может самостоятельно стоять. Ножки, туловище, голова вяжутся одной деталью, ручки вязываются по ходу вязания, нос, морковка пришивной. Варежки и шапка-ушанка съемные. Итак, давайте я вам подробно расскажу, что нам понадобится для вязания такого снеговичка. Нам понадобится пряжа белого цвета. На этот раз я буду вязать пряжей Alize Softy Plus. В одном мотке такой пряжи 100 грамм 120 метров, и нам понадобится ее меньше одного мотка. Первого снеговичка я вязала моей любимой плюшевой пряжей Himalaya Dolphin Baby. И здесь также в одном мотке 100 грамм 120 метров. Кстати, по моим мастер-классам можно вязать любой пряжей, даже не плюшевой. Отличаться будет только размер игрушки. Нам понадобится плюшевая пряжа. Я выбрала такой вот красно-оранжевый цвет для вязания носика морковки. Это цвет под номером 80312. Нам совсем немножечко его понадобится. Далее нам понадобится плюшевая пряжа для вязания шапки-ушанки. Я выбрала цвет номер 80348, такой темный туркуаз. Далее понадобится плюшевая пряжа красного цвета под номером 80318 для вязания варежек. Нам понадобятся крючки. Основной крючок у меня это под номером 5, крючок-помощничек меньшего размера под номером 2. Маркеры для отметки новых рядов. Можно использовать готовые маркеры, либо же вот такую неплюшевую пряжу, небольшой кусочек. Далее нам понадобится швейная игла, прочная нить для того, чтобы сделать утяжку на мордочке снеговичка и пришить носик. Нам понадобятся глазки блестящие на безопасном креплении. Для первого снеговичка я использовала глазки размером 20 миллиметров. Для снеговичка, которого будем вязать вместе с вами, я буду использовать глазки меньшего размера. Это размер 14 миллиметров, потому что тех у меня не осталось подходящих цветов. Нам понадобятся ножницы. Нам понадобится 2 пластиковых круга диаметром 3,5 сантиметра для устойчивости игрушки. Такие круги я вырезаю из пластиковых коробочек из-под ватных палочек. И края обрабатываю слегка огнем, чтобы они были гладкие, а не острые. Только будьте осторожны при работе с огнем. И что еще нам понадобится? Нам понадобится наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Перед началом вязания хочу обратиться к тем, кто не смотрел 2 моих видео, одно из которых называется «2 способа вязания крючком. Плюшевая пряжа». В этом видео вы узнаете, как вязать игрушки так, чтобы они совпадали размерами с моими. И второе – это видео «Вязальная шпаргалочка». В этом видео вы найдете много полезностей, которые понадобятся при вязании и данной игрушки снеговичка, и при вязании всех остальных амигуруми игрушек. Ссылочки на эти видео я оставлю в описании под этим видео. Начнем наше вязание с вязания ручек. Берем пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 6 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отмечаем маркером, следующий ряд третий, и в этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3. Далее вяжем одну прибавку. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 15.
Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда, 4, 5 и 6, вяжем без изменения. В каждом ряду по 15 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 7. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 убавку. Провязываем 2 петли вместе за передние стенки. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 10. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд по счету 8. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 2, 3, 4, плюс 1 прибавка. Провязываем в одну петлю 2 столбика без накида и повторим такую комбинацию еще один раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Отмечаем новый ряд. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Это у нас 9 и 10 ряды. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд по счету 11. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Далее вяжем 1 убавку. Так повторим еще один раз, и итоговое количество петель у нас должно получиться 10. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 12. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 2, 3, 4, плюс 1 прибавка. Так повторим еще один раз, и итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 4 ряда вяжем без изменения с 13 ряда по 16 включительно. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, вытянем слегка петлю и наполним ручку наполнителем. Ручки наполняем средней плотности и пол ручки, вот так вот где-то до середины ручки. Далее маркер можно снять, он нам больше не понадобится. Складываем наше вязание пополам и вот эти 2 ряда провяжем вместе. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Последний столбик провяжу крючком меньшего размера, чтобы он был более аккуратным. На конце у нас 3 петли. Сначала подхватываем 2 петли, которые находятся друг напротив друга, протягиваем рабочую нить. Далее подхватываем крайнюю петелечку беспарную, через нее тоже протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе, протягиваем рабочую нить и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем вовнутрь ручки. Одна ручка у нас готова, вторую ручку вяжем точно так же и продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Снеговик Марковкин». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!